Здравствуйте, дорогие мои любители карт Таро, любители карточных гаданий, любители жизни, любители будущего, любители мечтать. Из моей пока еще совершенно пустой и холодной студии для вас гадание на предстоящую неделю. Но гадание не пустое, не холодное. Студия, зато уже новогодняя. Посмотрите, елочка здесь у нас горит. Итак, на неделю, знаю, что любите, знаю, что ждете, мои предсказания. Следующая неделя с 18 по 24, уже по 24 декабря неумолимо время, да, катится, как снежный ком с горы, катится, подкатывает нас к Новому году, к Рождеству. Эта неделя интересна чем? Бабах, наконец-то. Это будет день, которого я лично жду всегда очень долго. Не скажу, что целый год я жду этот день, но всегда долго. Я сейчас расскажу. Это, конечно, зимнее солнцестояние. Оно у нас будет в пятницу 22 числа. Рано-рано утром, по-моему, по международному времени в 3 с чем-то. Для Москвы это будет 6 с чем-то, в общем, зимнее солнцестояние. Вот она, эта великая точка отсчета новой жизни для нас. Наступает астрономическая зима, и в то же время прибавляется день возрождения. Вы знаете, что зимнее солнцестояние во всех культурах издревле самых разных народов ассоциировалось с возрождением. Примерно так и называлось. То есть солнце возрождается к новой жизни, оно как бы растет день нашей жизни, нашей надежды и так далее. И всегда праздник, всегда жду, опять же не скажу, что весь год, но жду с середины сентября примерно, когда темнеет, когда холодает, и все, я все время живу надеждой, что случится это 22 декабря, и можно будет уже надеяться на новую весну, на новые платья летние, на новое, в общем, все. Поэтому поздравляю вас, давайте ручки пожмем, ручки нам пожмем друг другу. Ручки, в общем, дай 5. Наконец-то мы дождались вот этого вот великого дня. Все очень хорошо, и переключается жизнь наша, но переключается и Таро-календарь. То есть сейчас, вы знаете, неделю назад мы это обсуждали, сейчас работает десятка жезлов. Хорошая, здоровая такая карта, но тяжелая. Вы замечаете, как тяжело сейчас. Все тяжело, работать тяжело, отчеты годовые сдавать тяжело, успевать везде тяжело, физически тяжело, спина поголовно у всех болит и так далее. Со следующей пятницы, с 22 числа, Таро-календарь перелистывается на двойку пентаклей. Двойка пентаклей прекрасная, легкая, вот такая вот замечательная карта. Сразу отпускает, становится легче, сразу крылья, сразу находится второй вариант, находится какая-то вторая возможность, второй выход из какой-то сложной ситуации. В общем, если вы сейчас пашете, никакие кресты не скидывайте, ни от чего не избавляйтесь, ни откуда не избегаете, само собой полегчает в пятницу. До пятницы уж мы как-нибудь дотянем. Вообще зимнее солнцестояние, да, влияет или не влияет? Вот, кстати, очень интересно ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Напишите, у вас какие ассоциации связаны именно с этим зимним солнцестоянием? Может, и с летним, да, но сейчас зимнее. Вот, ждете вы этот день, вкладываете ли вы, придаете ли вы такое значение, вкладываете ли вы в него вот этот смысл возрождения? То есть мы рождаемся к новой жизни, солнце, год рождается, и мы рождаемся и возрождаемся. Напишите в комментариях, пожалуйста, очень интересно ваше мнение. А вообще, конечно, игнорировать вот это зимнее солнцестояние невозможно, нельзя, потому что все наши древние предки связывали с этим днем, очень-очень много. Везде есть праздники, я вам даже больше скажу, что-то раньше сама не задумывалась, на самом деле Рождество, в своем вот этом вот понятии календарном, да, оно совпадает с зимним солнцестоянием. Непонятно, солнцестояние 22-го, Рождество 25-го. Это если мы один календарь берем, да, современный. Но на самом деле это просто за счет. Это поправочка за годы, за столетия. Поправочка в 3 дня набежала. А на самом деле Рождество назначено на день зимнего солнцестояния. И точно так же наш календарь, наше Рождество, там тоже, в общем, если во всем этом разобраться, все распутать. В общем, Христос родился ровно в день зимнего солнцестояния. Хотите верьте, хотите проверьте. Вот, это такой важный день. Да.
Но у нас гадание моих любимых котиков, карты, которые мне подарили, прислали, тоже мои зрители, зрительница моя подписчица прислала с котиками. Посмотрите, очень красивые карты, выразительные. Кто не любит котиков, прочь с яхты. Вот. Смотрите, здесь каждая карта, каждый котик, какие-то ситуации связаны с жизнью котиков и тоже с нашей жизнью. Очень рада и вас видеть, и надеюсь, вы меня рады видеть, и очень надеюсь. Кстати, для большинства знаков так и нет гадания на декабрь, приношу свои извинения многократно, но, видите ли, сезон, загруженность, гадаю людям за деньги, да, то есть очень много сейчас личных прогнозов делаю, личных гаданий до канала, заполнять канал, просто руки не доходят, ну, как-нибудь мы все это сделаем, очень разные версии, тут декабря-то осталось, да. Да, и эта двойка пентаклей, вернемся к Таро календарю, она проработает уже до самого Нового года, то есть все, до конца года она включается, там потом на тройку, тоже хорошая карта, перейдем, но, в общем, последняя декада года, она такая легкая, и вы настроитесь на легкость, и вы настроитесь, характеры свои, настройки подкрутите, обнулите, скиньте до заводских, вот, и да, будет нам всем счастье. Ну, давайте посмотрим, котики нам что расскажут про эту неделю. Гадание про для каждого знака зодиака. А все ли я вам рассказала? Ну, пожалуй, наверное, все, что хотела. Такой вот общий праздник у нас, смена декораций на Таро календаре. Нам это достаточно. Ну ретро-меркурий идет по небу. Я надеюсь, помните вы про это, свою сомнительную вот эту ретроградную петлю он проделывает опять к нам. Ну, мы, наверное, все знаем, что с этим делать, да, или кто-то не знает. Ретро-меркурий. Кстати, мне подходит, вот поделюсь таким лайфхаком, мне подходит на ретро-меркурий ремонтировать что-то, вот почему-то, да, там какой-то плановый ремонт стиральной машины, компьютер, что-то такое. Ремонты удаются. Покупать новое вроде как совсем не надо, нельзя, а что бы не отремонтировать. Вполне. Так, для Овна, постараюсь быть краткой, хотя куда уж, да, короче. Овну достается у нас семерка пентаклей. Продолжайте работать, продолжайте трудиться, даже если не получаете искомое сейчас, не получилось достичь целей основных каких-то интересных, но вы на правильном пути, разговоры пустые, впрочем, не опасные, с какими-то близкими людьми. Довольно такая насыщенная неделя. Не знаю, бумаги, документы, но тоже, знаете, все пройдет. Хлопоты, связанные, опять же, с документами, с правовыми какими-то вопросами, пройдут довольно благополучно. Кто-то поможет, но все-таки главная проблема недели или не решиться, и главное, что вы запланировали, пока достигнуто не будет. Хотя вы от этого вряд ли расстроитесь. Обращайте внимание на условия договоров, которые подписываете. Обращайте внимание на вообще все такое вот формальное, то, что нас призывает к порядку. Далее, вообще на самом деле, вот эти гадания на неделю, ну, если смотреть гадания на каждую неделю, они вполне заполняют как-то, заменяют, да, гадание на месяц. То есть нет для какого-то знака гадания на месяц, но можно зато каждую неделю смотреть и узнавать и про Таро календарь, и узнавать какие-то новости, которые там на небе происходят. Так, Тельцу, я надеюсь, хорошие карты достанутся, как всегда, личный, шкурный такой интерес. Ну, не знаю, с пажа мечей мы начинаем. Новости неоднозначные, внезапные, такие поражающие или поразительные новости. Не обязательно плохие, а мы сейчас посмотрим. Я думаю,
что? О, новость о деньгах. Новость о деньгах, хороший доход, хорошие прибыли. Могут быть единственное, что такие разговоры, где вы с кем-то почему-то друг друга не понимаете. Опять же, на тему денег. Это не спор, не конфликт, где вы делите там что-то. Но тем не менее, все равно. О деньгах придется говорить, о деньгах придется думать. И своими вот этими вот выводами или потребностями о деньгах придется делиться с другими людьми. Но четверка пентаклей очень ее люблю, особенно в личных, персональных прогнозах. Поразительно проигрывается хорошими, крупными денежными суммами. Поэтому, в общем, доход, какое-то везение даже в деньгах, возможно что-то крупное купить или накопить, отложить необходимую сумму. Маг призывает к активности, не пропускайте время, не упускайте возможности, стремитесь, торопитесь, старайтесь, и дано вам будет. Очень маг такая эгоистичная карта, то есть позаботьтесь о ваших материальных интересах, позаботьтесь о том, чтобы ваше осталось при вас. Маг с четверкой пентаклей, знаете ли, включает некую жадность. А жадность может быть не только на деньги, вы знаете, жадность к любимому человеку, жадность на то, чтобы что-то удержать, должность какую-то свою удержать, вообще какие-то ресурсы. То есть карты о сохранении ресурсов, карты о каких-то поразительных возможностях. И смелость, конечно, нужна. Маг — это очень смелый персонаж в колоде Таро. Нужна прям смелость ваша. Вот рискните, сделайте, наконец, то, что вы 100 лет откладываете. Тельцы, не бойтесь, не бойтесь. Поработать придется хорошо. Удастся хорошо поработать, хорошо заработать. Вас заметят, и вы даже что-то такое изобретете. То есть увидите новые, что ли, парадоксальные даже возможности. Конечно, очень интересно, что ждет близнецов, да, на новые недели, в новую неделю. Как правильно? Ладно, теперь это уже не важно. Так, для близнецов первое предупреждение: на вас будут давить. Давят люди, давят обстоятельства, придется вот ощутить некий дискомфорт, придется ощутить некую несвободу и какой-то такой вот очень неправильный выбор, что ли, ваш будет. Это выбор из двух зол. Восьмерка жезлов, может быть, не из двух, из 7, но все-таки зол. Восьмерка жезлов не очень хорошая карта. Она говорит: не избавляйтесь от несвободы, не соглашайтесь с давлением, не соглашайтесь с каким-то абьюзом. То есть это карта абьюзивная такая вот. Для близнецов вам что-то не понравится в вашем окружении. Ситуация, да, немножко усложняется, да, отшельником, то есть под давлением откуда-то уйти. Получается так, что под давлением откуда-то уйти, покинуть место жительства, покинуть работу, может быть, покинуть любовь, покинуть партнерство, не знаю, может быть, какой-то дружеский союз под давлением. То есть как будто бы близнецов откуда-то попросят, знаете, не пора ли вам, пора, скажут вот так вот. Это какая-то эмоциональная история, это очень эмоциональная тема. В первую очередь про любовь, конечно, разговор. Не то чтобы это расставание, но это все равно придется думать о желаниях, о том, кто чего хочет, и кто на кого как давит, и кто командует, и кто с кем как управляется, и кто с кем как расправляется. Королева кубков. Внимание к вашим чувствам, к вашему сердцу, к вашей любви. Вынужденная любовь, вынужденные какие-то поступки, выбор, связанный с любовью. И тоже он какой-то не вполне свободный у вас получается такой. Поэтому, наверное, точечное какое-то указание. Оно не для всех. Если вы сейчас влюблены, если у вас какая-то такая горячая пора, что ли, горячая страда вот на тему именно любви, выясняйте отношения, выясняйте, люблю, не люблю, будем вместе, не будем, то для вас вот такое вот предупреждение. Все непросто, все запутывается, и далеко идущие выводы придется вам делать сердцем, причем эти выводы. Вот, рыцарь с королевой кубков. Есть шанс
очень сильно помириться и все-таки сохранить отношения, может быть, и дружеские тоже. Но на будущее я прошу вас смотреть, а нужны ли вам такие отношения вообще, потому что такой набор, знаете, сочетание такое вот, и как отношения выглядят как созависимыми, отношения людей, которым не надо быть вместе, но они почему-то друг от друга не уходят. А вы знаете, это же может и работы касаться, ведь часто между начальником и подчиненным, между коллегами бывают такие отношения, да? Очень напряженные эмоционально, чрезмерно, не нужно напряженные. И именно за счет этого долгосрочно, именно за счет этого они держатся. Что-то очень-очень не то у близнецов идет в плане эмоций. Может быть, вам придется эту неделю проводить рядом с человеком, с которым вы не хотите быть рядом. Ну и бросьте, да и бегите. Так, для рака. Пятерка мечей. Ни с кем не ссорьтесь, пожалуйста, и не давайте никому портить вам настроение, не отвечайте, если кто-то будет к вам задираться. А задираться будут со смертью она. То есть, знаете, какие-то услышите вы претензии, ну, просто невероятные в свой адрес. Вас будут критиковать, вас будут ругать, возможно, напрямую, да, там начальство, например, за что-то. Не самые радостные карты, но вот этого всего можно не то чтобы избежать, но немножко нивелировать всю эту историю, если не будете зеркалить. Вот очень важно с такими картами именно не зеркалить. Кто-то плохо себя ведет по отношению к вам, а вы возьмите, да и ведите себя хорошо в этой ситуации. А вы не отвечайте глупостью на глупости, а вы вот оставайтесь нейтральными, оставайтесь в партере, в зрительном зале, не давайте выдернуть вас за ручку на арену. Но кто-то обязательно постарается. И очень важно, чтобы вы сами не начинали ссору. То есть даже вчинять иск не нужно с такими картами, потому что не выиграете, никто не выиграет. Похоже, что это не впервые, эта история, мы вас не удивим, история эта продолжается. Вот мы радуемся тройке жезлов, когда она появляется, мы говорим, ой, как хорошо. В вашей жизни продолжается что-то хорошее, продолжается карьера, продолжается любовь, продолжаются там творческие поиски и так далее. А здесь, видите, она говорит, что ссора продолжается, претензии продолжаются, какая-то такая вот история, ну явно лишняя, что ли, в жизни. Вот она дает о себе знать. Не возвращается, нет, а именно продолжается. Но тем не менее карта все равно имеет оптимистичный смысл. Смотрите радостно на новые жизненные какие-то горизонты, учитесь, и раку трудно это сделать. Рак чувствительный человек. Раки максимально зависимые от среды люди, нуждающиеся в любви, внимании, в принятии, в понимании. Это мы все понимаем, мы вам сочувствуем, мы вас поддерживаем. Вот. Но, тем не менее, видите, тройка жезлов говорит, вот постарайтесь переступить, перешагнуть через вот это вот чью-то нелюбовь, через чье-то дурное поведение, через чьи-то дурные слова. Постарайтесь это игнорировать и сосредоточьтесь на ваших новых возможностях, на том, видите ли, вот этом новом солнце, которое для всех загорается, которое там мелькает и спешит вас радовать. Вот. Но ссора для рака выпадает. В конце концов, без ссор, без конфликтов, это же большое заблуждение ожидать вот жизнь без конфликтов, что ты проживешь жизнь без проблем, без конфликтов, без каких-то дураков вокруг. А мы почему-то все равно каждый день этого ждем, да? И каждый раз удивляемся, почему там какие-то коллеги злые появились или соседи без головы. Вот. Ну, это нормально, это жизнь, поэтому мы все понимаем. Далее, для льва. Так, карта для льва. Что это король пентаклей? Львы, как всегда, полностью в деньгах, не могут отбиться от денег. Крупная денежная карта, уверенность в финансовом будущем, хороший бюджет для компании, для человека или для семьи. Делайте выбор сообразно с
с вашей выгодой и замечайте людей, особенно мужчин, сильно полезных для ваших денег. Знаете, король Пентаклей – это такой наш генеральный спонсор, это какой-то мужчина, который дает деньги. Насколько много, насколько надолго ли, или бескорыстно дарит, или дает под процент, это уже второй вопрос. Но если нуждаетесь в материальной какой-то поддержке, то этот человек есть. Для кого-то это близкий, довольно-таки, может быть, человек, а для кого-то просто малознакомый, но такой человек готовый инвестировать. Да, король Пентаклей, люблю эту карту, очень она какая-то такая, знаете, гарантированная, говорит, что гарантирует, что деньги будут, гарантирует, что комфорт будет денежный, вот этот материальный, что сделка состоится, например, если конкретный вопрос про сделку какую-то, да, тоже. Вот. И ответственность появляется, прибавляется очень в вашей жизни. Взять на себя ответственность, но с большими деньгами приходит и большая ответственность. Это и покупка может быть ответственная, знаете, это и та же новая зарплата на новой должности, на новой работе тоже. Зарплата, которую надо отработать, за которую нужно какой-то повышенная ответственность, повышенные какие-то смысловые взрослые нагрузки брать. Мало свободы немножко, но все-таки эта карта повешенная, она советует на свободу особо не бежать. Придется пожертвовать временем, в пользу ресурсов, в пользу денег, например, придется пожертвовать. Двойка кубков, пара, намек на любовь, возможность встретить очень даже серьезного и подходящего партнера. Если вы одиноки, то вы знаете, я всем всегда желаю найти свою пару, найти свою вторую половинку, потому что но правда искренне верю, что люди не должны быть одни. Вот искренне верю в то, что для каждого обязательно, для каждой кастрюльки найдется крышечка. И всем вам желаю всегда круглый год. А в преддверии Нового года особенно хочется, да, акцентировать на этом, потому что «Время чудес», наш любимый фильм, который один и тот же мы смотрим 31-го вечером, да, он же про это, про то, как ты случайно находишь свою вторую половину, находишь свою великую любовь. Вот эта двойка кубков про это. То есть, если вы одиноки, попробуйте настроиться, потому что, видите, король Пентаклей – это такой портрет мужа в колоде Таро. Муж свалится, ответственный, серьезный, может быть, богатый. Для кого-то. Двойка кубков, карта про любовь. Ищите себя, ищите свои подвиги не в одиночестве. Найдутся люди или должны находиться люди, которые вас поддержат, которые выгоду какую-то похожую очень даже найдут. Для льва очень хорошие карты. Все вместе, видите, вот это вот великая триада: карьера, то есть ответственность, деньги и любовь, и поддержка, и все тут есть. Далее Дева. Естественно, мы идем по списку. Кризисная десятка мечей вам выпадает. А посмотрите, кстати, какие выразительные иллюстрации на этих картах. Просто удивительно. Видите, да? Ну, явно кризис, разброд и шатание, мерзость, запустение на этой кухне. Что-то нужно добавить, или вам вот этой картиночки хватит, чтобы понять? Некий хаос приходит в жизнь, что-то разрушается вот заново, внезапно, как вы не ждали, как вы не хотели, а может быть разрушается предсказуемо, потому что все к этому шло. Конец работы, конец любви, конец дома, конец каких-то чаяний, может быть, творческих настроений. Ну, так себе карта, сразу я скажу. И тем не менее, у нее тоже есть сокрытый немножко, но очень оптимистичный смысл. Ненужное она уносит, то, что заканчивается, та же самая карьера может рухнуть с ней. А зато освобождает место новому. Вы же давно хотели обновления. Вот оно и будет. Мечами продолжаем. Шестерка, видите, перемены в жизни вас ждут, дороги, перемены вынужденные, знаете, вот что-то кончилось, рухнуло, объявили вам
о сокращении или о закрытии фирмы. Что-то кончилось, что-то рухнуло. Может быть, партнер, любимый человек вам говорит, что все, давай расстанемся и так далее. Видите, да, вынужденная дорога, шестерка мечей. Тоже вроде бы не крупная карта, но насколько она выразительно всегда проигрывается в личных, персональных гаданиях. И очень даже она такая фартовая. Нет, она фатальная карта, то есть с неизбежностью. Две фатальные карты. У дев неизбежные перемены в жизни, неизбежные, знаете, такие внеплановые. Слово, давайте будем продвинутыми, просветленными людьми, давайте будем избегать вот этих вот оценочных суждений. Плохо, хорошо, черное, белое, к худу, к добру. Ну, зачем оно нам надо? Перемены в жизни, дорога, в которую вы не собирались, не успели чемоданчик сложить, и берега другого не видно, как вы не высматриваете. Вот такой прогноз, вот такая вот неделя. О чем это? Каждому, конечно, о своем. Но карта влюбленные рядом. То есть это конец партнерства, может быть, конец брака, конец любви, конец бизнес-партнерства, да, может быть, конец какого-то доверия между коллегами, между начальником и подчиненным. То есть вот такой кризис в отношениях. Как минимум, если не конец, то это кризис, в котором приходится искать выходы, новые способы коммуницирования, по-новому наговариваться. А кому-то и нового жениха взамен старому приходится искать. Далее весы, естественно. У весов такое жирное время, когда вы много можете, карта императрица, то есть вы все получаете, сразу все. Кому что нужно, понимаете, тоже Вселенная, она очень справедлива, она каждому дает то, что в данный момент, кто чего заслужил, кому-то деньги, кому-то здоровье, кому-то счастье, кому-то любовь всей жизни, но императрица, вот именно вот тот случай, когда выпадает сразу все. Это возможность своим только авторитетом, своей личностью, своим статусом, своим взглядом одним, да, один лишь взгляд и все. Вот. Очень многое решать. Но карта вообще-то ответственная, вот так вот легко к ней нельзя относиться. То есть императрица — это, обратите внимание на себя в первую очередь. Вы так много можете и так мало делаете. Она и про сердце, и про мозги, то есть нужно очень проявляться. Карта призывает проявляться. Знаете, вот щедрость души нужна. Это и милостыня, это и помощь кому-то, это и понимание, это великое прощение. Когда нужно описать вот эту вот сцену прощения, когда вы прощаете, например, человека, которого вообще не собирались прощать, который там, не знаю, вас обманул и обобрал. Вот. Вы какую карту вытащите? Конечно, императрица вам нужна будет. То есть бесконечная душевная щедрость, бесконечная какая-то готовность всех оправдать, всех полюбить, возлюбить. А на бытовом уровне карта просто обещает вам деньги, везение в деньгах, достаток. Так. Далее новости, хорошие новости, такие бодренькие, которые энтузиазм вызывают, жажду жить вызывают. И они как раз связаны с разными ресурсами. Я говорю про деньги, но это могут быть новости о здоровье, например, о выздоровлении, потому что карта хорошая для здоровья императрицы. Новость такая, знаете, оформленная, это по жезлов. Это не просто слышу звон, не знаю, где он, да, там какие-то навеяло, непонятно. Это оформленная всегда новость. То есть письмо, часто официальное, с печатью, например, заключение доктора о вашем здоровье. Это, может быть, и сообщение в каком-то мессенджере, да, но все равно это написано пером, не вырубишь топором. Это то, от чего нельзя отказаться потом, это то, что нельзя стереть, это то, что можно прочитать глазками, сделать скриншот, кому-то переслать и так далее. То есть фиксированная информация, понимаете? Не просто слух о том, что у вас денег теперь больше или будет больше, да? А вот она бумажка, вот о повышении зарплаты, вот он приказ прям, вот такие новости.
Хорошие, бодрые карты. Но еще одну достанем, надеюсь, не испортим. Еще один паж. Неделя полна новостей. По факту они все будут очень-очень к лучшему. Но паж жезлов неоднозначные новости присылает к вам. Такие, от которых хочется прям сесть. Это, знаете, или кому-то сказать: так, ну ты сидишь, тогда слушай. То есть вас информация придет, которая ошарашит. Поэтому, да, действительно, лучше читайте сообщения в телефоне, сидя. Но все хорошо, все к богатству, все к здоровью, все к любви, кстати, даже. Пажи, 2 пажа для весов. Знакомства, новые люди подкрадываются, чтобы заполнить вашу жизнь. Для любви или для бизнеса, но и то, и другое хорошо, это правда? Скорпионы, недавние именинники, сейчас мы доберемся уже до действующих именинников, и скорпионы тоже недавние, мы еще помним, что вы отгремели салюты в вашу честь. Так, дьявол искушает скорпиона, кстати, очень ваша карта, вы знаете, да, вторая карта дьявола, она как раз соответствует вашему знаку и вашему вот этому 8-му дому. Искушение. Вот здесь хотелось бы услышать от вас конкретный вопрос, если вы его успели задать, потому что дьявол про деньги очень хорошо. Большие деньги обещает, успех, ловкость, выгоду в разных финансовых денежных делах. И если успели про любовь, то тоже очень даже неплохо. Это возможность встретить страсть или ее наблюдать у другого человека, или свою проявить как-то, или страстно провести время с любимым человеком. А вот если речь идет о духовных поисках, про облика морали, вас интересует, естественно, свой, до чужого нам дела нет. А если какие-то общечеловеческие, общегражданские дела, проблемы, то дьявол – это выбор. Вообще значение карты на самом деле выбор. Скорпионы, пожалуйста, напрягитесь, сконцентрируйтесь. В заданном отрезке временном у вас выбор, понимаете, жизненно важный и очень непростой, несвободный. Со всех сторон давит одно, второе, третье. Важно держаться своего собственного «я», то есть держаться какого-то своего вот этого вот центра, чтобы не свернуть с прямой дорожки, а будет такая возможность, а главное желание такое будет свернуть. Вот. Выбор этот, который никак не делается, трудный, мучительный выбор, никак не делается, этот вопрос не решится, не сможете вы дотянуть, не дотянете до конца, не решите, но тем не менее побежите праздновать. Это, знаете, мне напоминает, что ситуацию с каким-нибудь студентом, который не рискнул вместе со своими одногруппниками зайти в аудиторию, экзамен сдать, ну, решил, что он не готов, а обмывать экзамен в кафе все-таки пошел со всеми. Вот такая вот тема. Здесь 3 кубков. В общем-то, все равно неделя по факту в итоге праздничная, но, знаете, таким каким-то мучительным грузом, каким-то таким немножко отравляющим жизнь долгом. Должок остается за вами, понимаете? Долг. Главное дело, то, чего вы боитесь, или то, что вы должны сделать, или то, к чему подталкивает вас сейчас судьба, вы не сделаете. Найдете, конечно, кучу объективных причин, почему не сделали, потому что там эти самые, как это называется, сменщик подвел, да, сменщик подвел, вот, но на самом деле вы просто не решитесь выбрать судьбу, любовь, работу, профессию, место жительства и так далее. Ну и ладно, выберите потом. В конце концов, эти предпраздничные, радостные праздничные дни, они не для выбора, не для мучений, да, они для праздников. Празднуйте спокойно. Теперь стрельцы. Остаточки последние стрельцов мы вот так вот загребаем и поздравляем с днями рождения. Конечно, 22 числа уже у нас совершенно другие люди будут праздновать дни рождения, но пока все равно небо ваше, все подарки ваши, все букеты ваши, все пожелания для вас. Стрельцы, поздние стрельцы, вы знаете, что вы
особенно если вы туда прям вообще ближе к пятнице, да, и у вас день рождения, что вы помните, что вы родились на Куспиде дома, на Куспиде 10-го дома. А это значит, что велика вероятность, что вы принадлежите вообще к высшему зодиаку. Для этого это так просто не скажешь оптом про всех. Это нужно смотреть натальную карту, это нужно посмотреть положение планет конкретно в конкретных домах. Но, тем не менее, если у вас такой гороскоп, если вы действительно относитесь к верхнему зодиаку, то для вас вообще вся жизнь другая, все советы, все рекомендации другие. Да, представьте, советую, рекомендую всем выяснить о своей принадлежности к верхнему зодиаку. Это жутко интересно, и это такое все особенное. А пока всех стрельцов просто поздних поздравляю, желаю счастья, здоровья, любви и денег побольше. Но что на эту неделю карты-то вам обещают? Так, тяжеленькая неделя почему-то для стрельцов. Ну как тяжелая? Видите, много ответственности, привязанности, мало свободы. Не удается, знаете, на бытовом уровне повешены это. Вот всем удалось, подружкам вашим с работы, пораньше сбежать вот в ту же пятницу, а вас не отпустили, не получилось. То есть это вот ощущение давления, это жалость к себе, ощущение, что вам достается груза больше, чем другим. Но эта карта повешена, она советует ответственности не избегать и вообще ниоткуда не избегать. Несите свой крест, да несите, немного, недалеко уже осталось нести, там вот последний отрезочек какой-то, 100-метровочка. Но карта для карьеры очень хорошая. Я вижу по личным гаданиям, личным раскладам, что она, это понятно, это ответственность, да, чем выше должность, тем больше ответственность. Она хорошая для карьерного достижения. То есть очень даже возможно у вас карьера такая, пусть временная, знаете, экстра-карьера, временная экстра-карьера. Начальник уезжает на Мальдивы, потому что сезон на Мальдивы ехать, да, а вас назначает ИО. Разве это плохо? Конечно, это хорошо, особенно если это на зарплате потом отразится. Почему бы и нет? Я считаю, что это вообще прекрасно. Далее для стрельца. Легкая разочарованность. В общем, да, подружки побежали праздновать, а вас с работы не отпустили. Конечно же, вы загрустили. Главное, чтобы это в депрессию вас не перерастало. Впрочем, стрельцы, мы же знаем, как вы умеете депрессовать. Никто не знает, а мы-то знаем. И крупная новость вас ждет. Такое вот большое событие, про которое вы знали прежде, что оно непременно случится, по аналогии со страшным судом, но не знали, когда. То есть вас настигнет вот эта вот новость, поразительное, поражающее воображение. И опять же мы говорим, да, в пятницу, зимнее солнцестояние, возрождение. Вот к вам приходят новости, к вам приходят события, к вам приходят люди, которые буквально вас возрождают к новой жизни, приглашают к новой жизни, приглашают к какому-то качественно иному существованию. Я очень надеюсь, что вы к этому готовы. Достаточно разная неделя по эмоциям, по событиям. Она какая-то у вас такая нецельная, она разная. Каждый день недели — это 7 дней. Каждый день — это маленькая жизнь. Каждое утро мы просыпаемся, рождаемся. Много книг, кстати, разных эзотерических и просто художественных, и даже научных на эту тему написано, о том, что каждый день — это все-таки жизнь, потому что не зря у нас вот этот обязательный сон, обязательный момент пробуждения, момент засыпания, это все к этому. То есть мы гадаем всего на неделю, казалось бы, но 7 маленьких, но очень ярких жизней все равно мы имеем право проживать каждую неделю. Козерог. Предсказания и советы для Козерога. Ого!
Дальняя дорога, обновление в жизни или великая глупость вас ждет? Ваша или чья-то рядом? На вас не похоже. Рядом кто-то глупит, дурит. Именно перемена в жизни. Посмотрите. Как интересно, нулевой аркан, самая младшая, первая карта, младшая из старших, да? И 21-я, последняя, первая с последним сходится. А где сходятся начало и конец? Вот в этой точке, где замыкается, естественно, круг. То есть некий круг в вашей судьбе, в вашей фортуне, в вашем нынешнем существовании, в вашей нынешней ипостаси, он замыкается, он вот закрывается, становится каким-то вот таким цельным. То есть очень естественное, гармоничное окончание жизненного периода, важного, большого. Это окончание работы. Когда работа заканчивается пенсией, но вы не хотите сидеть дома, поэтому находите новую работу, например. Начало и конец сходятся в вашей жизни. Подумайте сейчас про свою жизнь, что это такое. Это переезд может быть. Это может быть и начало, конец одних отношений и начало новых. Это может быть конец одной профессии и ваш выбор, и ваши шаги, первые шаги навстречу новой работе, какой-то новой профессии. Ну, то есть здесь диапазон, естественно, широкий, для каждого он свой, но обратите на это внимание, что это же советы от карт. Начать и закончить. Начать и закончить. То есть, и причем в одной точке, в одном временном каком-то таком моменте. Но, опять же, карта шут и великие глупости с ней тоже никто не отменял, никто не исключал. Смотрите, карта шут, то есть. И людей насмешить можете очень сильно. И вот если вы сделаете эту какую-то великую глупость, какой-то необдуманный шаг, козерогам вообще не свойственно, да, вы можете как раз наоборот не сделать шаг, которого от вас ждет судьба. Это каждый день, наверное, происходит, да. Вот, глупость будет очень большая. Можете прям наступить в нечто жидкое, вязкое, такое, что от чего не отмоетесь, что не забудете очень-очень долго. То есть это может быть глупость, которая нарушит гармонию жизни очень надолго у вас. Вот. И двойка мечей, знак отшельничества, знак ухода. То есть испортится. Нет, не то я сказала, не испортится, нет. Не захочется вам отношений, не захочется вам контактов с каким-то человеком, может быть, с группой людей. Такой здесь есть уход в себя и прекращение контактов, прекращение каких-то коммуникаций. Неплохие карты, особенно если вы прислушаетесь к советам. И вот эту энергию, знаете, конец и начало, это же особая энергия, вот в этой точке, где они сходятся. Это особая энергия, и которую умные люди, безусловно, конечно же, используют. Но главное — молчание. Никому не говорите о своих планах, вообще никому не описывайте, что вы делаете, и ни перед кем не оправдывайтесь. Вот это важно. Это только ваше дело. И пусть никто не сует нос куда не положено. Водолей. Водолей получает семерка пентаклей, знак незавершенного дела. Причем не доучились, не доиграли, не долюбили, не доизвинились, не допоняли, не доделали, не знаю, полы не домыли, где-то бросили швабру посреди квартиры. Вот семерка пентаклей предупреждает, самая главная задача не будет решена до конца, самый главный план пока не воплотите, до ума не доведете, ну и ладно, продолжайте, старайтесь. Карта растерянности и карта легкой досады. Она может быть и про любовь, знаете, это, ну, почему-то любви часто досада сопутствует. Вы замечали, да, все время мы вот не дождались чего-то, каких-то слов, каких-то поступков от любимого человека. Это все, конечно, неправильно, разрушительно, глупо, незрело, ну, что поделать, мы такие. Вот. А любовная история, видите, двойка кубков здесь, то есть пустота, не дождались подарка от любимого человека, например, или не дождались какого-то поощрения от партнера по бизнесу, может, от начальника, если вы с ним так
более или менее близко дружите, вот так вот хвостами сплетаетесь, то есть вот есть легкая досада, знаете, такая пустота, какая-то хлопотность про именно партнерские отношения. А уж какие они партнерские важные для вас? Для кого-то любовные важные, для кого-то новое знакомство может быть с двойкой. Но такое, видите, семерка рядом. А что дальше? Новое знакомство в интернете или, может быть, живьем, где-то в кафе. Сейчас все, наверное, без конца каждый день ходят по кафе и ресторанам. Но хочется спросить, а дальше-то что? А к чему мы идем? К чему мы стремимся? Чего мы хотим? Где нас ждут, в конце концов? Так, ну все закончится хорошо. Кстати, хорошие, легкие карты и восьмерка пентаклей. Видите, семерка выправляется. То есть все равно присутствует надежда. И это, знаете, вот восьмерка пентаклей, чтобы вы понимали, можно раз и навсегда, наверное, запомнить и потом это все не повторять. Вообще восьмерка пентаклей — это всегда то, над чем вы можете работать, над чем можно работать и над чем конкретно вы в данной ситуации можете работать. И здесь любовь, здесь знакомство, партнерство, коммуникации, взаимопонимание. Серьезные намерения у вас и у вашего партнера, о чем бы ни шла речь. А значит, можете договориться. Если чего-то сегодня друг в друге не поняли, можете перенести это на следующую неделю, на следующий месяц. И самое главное, что с этой картой всегда есть чего ждать. Ожидание не оправдывается. Она очень любит именно трудолюбивых людей. Если про любовь ваше чаяние сейчас, если вы запутались в какой-то именно романтической истории, то однозначно для вас совет. Ну, отбросьте в сторону гордыню, глупости, вот эти комплексы. Главное, застенчивость — это то, что мешает всем строить любовь. И работайте. Вот это слово, да, которое мы все время не любим, но работайте над отношениями. Здесь есть новое знакомство, отношения, которые сами по себе не слепятся, не сложатся, не будут там развиваться или расти. Но над ними можно работать, их можно возделывать и поливать, как некий сад. Хорошие, бодрые карты. Водолеи. Просто засучите рукава, чтобы правильно, грамотно прожить эту неделю. Просто вот засучите рукава и включите терпение, усидчивость. Кстати, просто карта про работу в том числе. То есть удастся и придется поработать, посидеть на работе, повысиживать, чему-то поучиться, может быть. Разве это плохо? Это не звезда с неба, да. Но помните, что на Таро-календаре все еще у нас большую часть недели работает вот эта карьерная, тяжкая, скучная, сухая десятка жезлов. Она всех заставляет работать. Кого-то дом подметать, кого-то занимать должности вице-президентов корпораций, но все равно это очень рабочее время, и вам выпадают рабочие карты. Для рыб далее. Так, только что сказал, что-то звезд с неба никто не хватает на этой неделе. Рыбам звезда достается. Ага, рыбы всегда в каком-то авангарде, в каком-то фаворе у любви, у судьбы, у любви, сказала. Но оговорочка тоже к месту, да? Мы обычно привыкли говорить, вот львы везунчики. Ну, это правда, это не отменишь. Но рыбы тоже везучие. Вы тоже под какой-то своей звездой ходите. Я замечаю, что о рыбах тоже Вселенная как-то по-особенному заботится. Какая-то вот она такая очень тоже благосклонная, ну или, по крайней мере, лояльная к рыбам. Обратите внимание, по статистике, естественно, я гадаю каждый день, гадаю людям, не выпускаю карты из рук, и у меня все равно какой-то компьютер в голове замечает, какие карты чаще выпадают, какие нет. Это правда. С точки зрения математики необъяснимо, но так. Звезда редко выпадает, а потому что она описывает редкие вещи, редкий успех. Это исполнение мечты. Есть у вас мечта? Если нет, то она не исполнится. Должна быть.
исполнение мечта. Или, может быть, даже лучше, зарождение мечты. Да? Потому что когда мечта исполнилась, все, ее еще нет. А когда вот она у вас появилась, вот это уже другой разговор. Сразу жить хочется. В общем, все вокруг мечты. Бросьте пристальный взгляд на стену своей спальни, на свою карту желаний. Надеюсь, она у вас есть. Выберите вот тот кусок, тот фрагмент, который больше всего сейчас манит вас. Что вам больше всего надо? Так, ну ладно, туз мечей перевернулся, мы, значит, его оставим. Туз мечей. Предложение вас ждет. Предложение мечты. Рыба услышит предложение мечты. О браке, о работе, о карьере, о новом назначении, о деньгах купить или продать что-то. В общем, предложение, ангажемент. Ангажемент от судьбы. Судьба протягивает руку, хочет вас куда-то волшебным образом переместить на какой-то бал, в какое-то более подходящее для вас время. Королева кубков, карта любви. Поэтому скорее это предложение именно все-таки любовное. Ну, если не любовное, то может быть дружеское. В любом случае оно какое-то очень сердечное. Я вижу человека, я вижу людей, которые в вас очень заинтересованы, и вы заинтересованы в них. И это приглашение на свидание, например. Или, кстати, вот что мне еще здесь нравится. Приглашение помириться. Представляете? Помириться. И великое примирение. Великое примирение такое, знаете, примирение мечты. Примирение очень по судьбе. Оно большое, оно... Даже камера не выдержала накала страстей, отключилась. Да, рыбам предстоит примирение века. А вы сейчас подумайте, вы на какой стороне, вы на чьей стороне, вы за кого играете. Вы должны пойти мириться, то есть, или вы можете пойти мириться, или вы ждете этого ангажемента, этого приглашения от кого-то. Это очень хорошие карты, но они такие ответственные. Сердечко нужно распахнуть. Потому что если к вам любимый человек придет за примирением, за прощением, за лояльностью, а вы будете закрыты, будете прятаться, то, конечно, ничего не получится. Новые двери открываются для вашего сердца, и это явно то, что вам нужно сейчас больше всего. Спасибо.